Всем привет! Сегодня мы посмотрим, где твоя родственная душа, почему вы еще не встретились. И давайте в долгий ящик откладывать не будем. Все, что нужно, вы найдете в закрепленном комментарии, то есть в самом верхнем. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Карты читаем парно. Первый вопрос, где он сейчас и чем занимается. Ну, знаешь, по картам он сейчас там, где деньги крутятся. И энергия прям бьет ключом, и не по голове. Он, знаешь, не в подвале сейчас сидит, а в каком-то движении, где люди друг другу помогают. Может, какой-то это проект социальный, может, благотворительность какая-то. Или просто вот свою команду на работе поддерживает. То есть он вот в этом движении. И он не тот, кто там деньги под матрас засовывает. Нет, он сейчас делится своими деньгами, заботится о других, но без фанатизма. Не вот этот вот благодетель с нимбом, да, а вот адекватный мужчина, который понимает, что там, чтобы получить, нужно сначала отдать. И при этом он, знаешь, не старый мешок с опытом. У него в глазах огонек есть еще пока, как у мальчишки, который вот только-только вкатился, как говорится, в новое дело. Он или дело свое, как говорится, зажег, да, или вот спонтанно в какую-то авантюру полез. Типа вот, как сказать, вот, начал свое дело, но то дело, которым он раньше не занимался. И он сейчас не на диване валяется. Его время, оно сейчас по секундам, можно сказать, расписано. Но не потому, что он там зашивается в делах и так далее, а потому, что он горит вот этой идеей. И еще момент, он не одиночка, нет. Вокруг него куча людей. Понимаешь? Ну, команда и вот те люди, которым он помогает. И вот прямо сейчас, пока ты, как говорится, сопли пускаешь про родственную душу, да, он или деньги кому-то вот переводит на лечение, и коллегам, как говорится, помогает с дедлайнами. Но он не Супермен, конечно. Он просто мужчина, который умеет балансировать между вот этим дать и взять. И ты его, знаешь, как будто где-то вот в кафе спокойном встретишь. То есть, где люди общаются не ради понтов, да, а по делу. Или кафе, или вот ресторан. Понимаешь? Главный момент, не прохлопай. Почему вы еще не встретились? Ну, а потому что ты карьеру до небес строишь. А потом у тебя планы только мужики. Как говорится, ну, а девочки потом только у тебя про мальчиков так. Ну, ты сейчас в работе вся. Как лошадь проклятая. Работаешь, работаешь, работаешь. Ты это, как ее вот, перфекционистка, вот, в плане работы. Тебе вот прям нужно все идеально. И фигура, и зарплата, и каждый месяц новые какие-то навыки изучаешь, как белка в колесе. Только вот у тебя, как сказать, большое желание курсам, подкастам, вот в этом ты, как сказать, вот в этом ты как котик со сметанкой. Ты настолько увязла в этом самосовершенствовании, да, что вот мимо мужиков пролетаешь, как будто они простые столбы. Еще мужик пока тоже, как говорится, свою попку поднимает в плане денег, в плане жизни. И у него проект его, с которым он с огоньком, с которым он занялся, с огоньком, он, знаешь,
он почти на грани провала. И ему сейчас не до знакомств. То есть у вас, знаешь, у вас у обоих вы пашете, 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 и обоим пока не до отношений. Вы, как сказать, вы немножко, знаешь, в какие мысли уперлись? Типа сделаю себе вот такой вот доход, тогда женюсь. И у тебя тоже вот английский выучу, тогда пойду на свидание. Вот примерно так. И ирония в том, что вы друг к другу прям идеально подходите. То есть вы оба трудоголики, понимаешь? И пока оба не готовы признать, что любовь не по расписанию, она все-таки случается. При каких обстоятельствах встретитесь? Ну, знаешь, вы с ним пересечетесь вот там, где вы оба расслаблены, оба довольны жизнью. Это не какой-то там ночной клуб и так далее, нет. Это вот что-то такое теплое и домашнее. Возможно, еще раз повторюсь, кафе какое-то. Может, корпоратив, кстати, да, тоже может быть. Особенно, если вы в одной сфере. И место будет уютное. Не какой-то там пафосный, супер дорогой ресторан, да, а вот где шашлыки жгут, вино, как говорится, разливается и так далее. Самое главное, это будет, как сказать, повод праздновать что-то. Или, еще раз повторюсь, или это корпоратив, или или корпоратив, потому что тут в любом случае корпоратив. И начнете общаться именно на корпоративе. Не как там, как сказать, люди, которых друг к другу тянет, а как вот просто вот, как друзья. Понимаешь? И там вы начнете свои дела. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Где твоя родственная душа и чем занимается? А он, знаешь, засел. Вот представь, вот есть же у хомяков такая, как сказать, колесо, по которому они бегают. Вот он внутрь зашел в это колесо и никуда не бежит. То есть сидит в четырех стенах, наглухо закрыл окна и даже мысли не пускает там про отношения или вообще про кого-то еще. Ну, это не тюрьма в прямом смысле, он себя в ловушку загнал. Может, голова после прошлых отношений не отошла. Работа его сломала, так что он вообще перестал в людей верить. И сейчас он в режиме вот этого, как сказать, как будто в отстойнике находится. Вроде бы и не тухнет, да, но и живым не назовешь. И каждый день у него вот эта вот вся жизнь на повторе. Просыпается, кушает, идет на работу, вечером телевизор. Ни новых знакомств, ни попытки вылезти из болота. Он просто заморозился, понимаешь? Он прямо сейчас вот как раз вот скоро начнет оттаивать. То есть потихонечку мозги проветриваются, и скоро этот, как говорится, молчун начнет выбираться из своей скорлупы. Просто пока время не пришло. Почему не встретились еще? А вы, как сказать, у вас, как сказать, ты несешься по жизни, да? А он забил на все и стоит в тупике. Вот как сказать вот это? То есть у вас разные вообще пути. Понимаешь? И вот родственная душа твоя сейчас, он, знаешь, вот, как сказать, не замечает жизни вокруг. Он тебя не ищет, потому что даже не задумывается о серьезном. Ему бы там, конечно, флирт, вот этот драйв, огонь в глаза. Но сейчас ему этого не хочется. И при этом у тебя тоже включено все. Ты просчитываешь, ты фильтруешь, ты взвешиваешь, типа вот, а вдруг он не тот.
а он вообще не в состоянии даже мозг включить, там зацепиться за что-то долгосрочное. И вот и получается, ты слишком холодный и осторожно, а он вот такой вот поверхностный, я бы сказал. Вот мимо друг друга и пролетаете. И пока он не устанет от своих вот этих, как сказать, замкнутостей, да, и пока ты не перестанешь возносить мозг и себе, и другим по каждому, как говорится, надо, не надо, вы не сойдетесь. Но это вопрос времени. Как он только выдохнется, да, когда ему надоест вот эта серая рутина, а ты просто расслабишься, тогда вот вы в одной точке окажетесь. При каких обстоятельствах? Знаешь, знакомство у вас будет на фоне полного трэша. Ты придешь куда-то в гости, где ваша компания внезапно поругалась с другой толпой. То есть все орут, кто-то стаканы швыряет, а ты стоишь в стороне и думаешь, ну, ни хрена себе, как говорится, отметили. И вот в этот момент ты его заметишь. Он будет такой же отстраненный от вот этих вот кричащих людей и смотрит на весь цирк, как говорится, без особого восторга. И вы оба, знаешь, попытаетесь тушить вот этот скандал между друзьями и той толпой. И вот в этой суматохе поймете, что одинаково мыслите. Суть в том, что встреча произойдет там, где вот будет конфликт, там разборки, дикий дисбаланс. Но именно вот этот вот, как сказать, вот этот дисбаланс вас и соединит. Вы оба уже устали от драк, от глупости, от ненужной мишуры и просто захотите вот тишины и покоя. То есть вот так вот все. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Где твоя родственная душа и чем занимается он? А он, знаешь, как уж на сковородке сейчас. Но он не тот, кто сдается. Нет, знаешь, он резко начал какое-то новое дело. Понимаешь? Но делает это вот через жопу, извини меня за выражение. Потому что вокруг сплошные косяки, сплошные подставы. Кинули его и с обещаниями. Сам вляпался еще в авантюру, где надо соображать быстро и не светиться. Не то чтобы он плохой, нет. Он просто вынужден сейчас действовать хитрожопо. Как будто вот через минное поле пробирается. И не факт, что один. Он, знаешь, он с кем-то в сговоре. Но точно сложа руки не сидит. Энергии у него дофига сейчас. Он сейчас прям рвется в бой. Но обстоятельства такие, что приходится вот хитрожопить. Даже скрывает что-то от других, чтобы не спалили его планы. В общем, знаешь, если с тобой свести, то он пока не в том состоянии, чтобы там тебя искать, отношения искать. У него своя война. И он ведет по своим правилам ее. Вот как только разгребет завалы, тогда и появится время на что-то свежее. Понимаешь? А может, это в прямом смысле он на войне. Тут вот прям вот так вот это все. Почему вы еще не встретились? А потому что ты сама себе яму роешь. Вот с одной стороны, ты слишком залипла вот на материальном, да? Работа, деньги, стабильность и вот этот вот. Как будто без идеальной квартиры, машины, счета на карточке, да? Как будто ты не можешь себе позволить даже на мужика взглянуть. Еще ты считаешь, что он должен соответствовать твоим запросам, чтобы не бедный, чтобы не глупый, чтобы не лысый, короче, чтобы как на витрине был. А вот с другой стороны, у тебя привычка есть цепляться за какашки. Ты до сих пор висишь на бывшем своими мыслями. Причем он тебя использует.
Плюс подруги токсики еще тут рядом. Энергию всю высасывает. Ты сама в таких зависимостях от вот этих людей, что вот, как сказать, не знаешь, чем дыру в душе затыкать. Пока ты не выкинешь этот хлам из своей жизни и будешь, как говорится, сидеть в болоте и кричать, что принцев нет, ничего не изменится. Твоя родственная душа, он не приползет к тебе домой, если ты сама не сделаешь шаг навстречу, то есть не разгрузишь свой чемодан с проблемами. И перестань оценивать людей по кошельку, потому что это не любовь какая-то, а калькулятор. При каких обстоятельствах встретитесь? Знаешь, встретитесь там, где все крутится вокруг конкретики и денег. Это работа, это командировка рабочая, возможно, корпоратив рабочий. Понимаешь? Ну или знакомый, который связан с твоей работой. И знаешь, он будет не просто умным, да, а он будет острым на язык. То есть сразу видно, что, как говорится, он себе на уме. И при этом он не голодранец, нет. Он, знаешь, у него есть четкий план на жизнь. И ты в него впишешься, как вот шестеренка во всю часовую механизм, понимаешь? Как сказать, я уже все свои слова начал придумывать. То есть деталька в целом механизме его плана. Главное, конечно, не профукать, потому что он начнет с тобой разговор, сыпать фактами, шутить вот с такой неприятной подковыркой. А ты можешь, как сказать, обидеться и просто сказать: вот какой-то дурачок. Понимаешь? И он оценит, если ты не растеряешься и парировать будешь ему вот этими вот шутками с подковыркой. И сразу говорю, не жди, что это будет романтика там при свечах и голубые пони. Нет. Скорее, это деловой разговор, который перерастет во что-то большее. И это случится только тогда, когда ты перестанешь в облаках летать. По-другому тут никак. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что дед всегда рядом.